Здравствуйте, друзья! Добрый вечер. И тема сегодняшнего выпуска – стероиды. Начало. Как в Людях Икс, Росомаха, начало. Опять мы у Андрея на кухне. И сегодня мы поговорим о курсе, чего уж там греха таить, для начинающих, для молодых парней, людей, которые решили вступить, как говорится, на темную сторону. Андрей посоветует, как это правильнее, лучше сделать. Проанализируем некоторые моменты, особенности здоровья, особенности физиологии молодых парней. Посоветует, с какого возраста лучше начать, о чем мы уже раньше говорили. Но для начала ответим на некоторые вопросы, которые были вами любезно заданы в предыдущем выпуске. Опять же, благодарим за внимание. Нам это очень ценно и очень приятно, что вы нас смотрите, реагируете, кто как. И первый вопрос, наверное, очень самый неприятный, но очень важный, о котором мы не можем сегодня не сказать и не упомянуть, не можем оставить его без внимания. Это смертельные случаи при приеме препаратов. Вопрос звучал, какой препарат вызывает смертельные случаи, были ли такие случаи, были ли известны. Андрей, что ты скажешь по препаратам? Это миф большой, я скажу так. Никогда ни один анаболический андрогенный стероид не приводил человека к смертельному, к летальному исходу. Это совокупность некоторых вместе взятых факторов его личной жизни. Совершенно верно, так как у нас опыт, не знаю, богатый и не богатый, совместной работы, мы работали, я, Дима, Андрей, и в одном зале, и в разных залах, то случаи, к сожалению, такие нам известны. Один из первых случаев, с которым лично я, можно сказать, столкнулся еще в далеком, я бы сказал, подростковом возрасте, когда мне было 18, парень умер. Тогда еще никто не мог сказать от чего. Потом я узнал от его родственника случайно, что он колол не пойми что, не пойми как. Но триггером на всю эту проблему, которая привела к плачевному исходу, привел алкоголь. К сожалению, да, он попал в какую-то депрессию от недополученных результатов, на которые он рассчитывал. И в новогодние праздники, как это не банально, 2-3-дневный запой сыграл в свой организм такую злую шутку. 2 недели больнички, плюс 2 недели реанимации. Человека не стало, при этом он так и не накачался. Мы с Андреем, с Димой знаем еще 2 людей, к сожалению, из нашего зала, у которых также были внешние факторы. Допустим, Саша, который начал тренироваться достаточно в зрелом возрасте, добился даже неплохих определенных соревновательных результатов, но мы все не знали, у него до этого были серьезные проблемы с сердцем. И он считал, что он их вылечил, недооценил возможности своего организма, присаживался, естественно, на курсы, а курсы уже были предсоревновательные, не любительские, естественно. Сушка началась предсоревновательная, загустела кровь. Но самое главное, на наш взгляд, что еще было здесь неблагоприятно, это пачка сигарет в день. Да. То есть хреновая работа легких, еще более ухудшенная работа сердца, плюс густая кровь. И человек с тренировки не доехал. Но опять же, это не был какой-то взятый препарат. То есть, возможно, если бы не было этой побочки, если бы он немножечко больше подумал о сердце, если бы даже мы знали, мы бы, наверное, его отговорили от таких ошибок. Другой человек тоже, да, Виталик, не будем вспоминать. Да. Он Андрюхе консультировался, занимался, он любил, насколько я помню, силовой тренинг, да? Да. Тоже курсил, и он именно хорошо тянул, он много тянул. Становый килограмм под 200, я помню, приседал, жимы были у него тяжелые с гантелями. Но один из неблагоприятных факторов, который, скорее всего, также плохо повлиял, это трава. Бескорыстно любил, не так, как некоторые на дискотеке раз в неделю, а ежедневно и нормально долбил. В итоге тромб оторвался у человека. Возможно, ни сама трава, ни сам стероид, как бы это ничего не повлияли на это, но тяжелые тренировки, то есть совокупность факторов привела именно вот к такому летальному последствию. Еще можно... Ты любишь вспомнить, как его звали? Господи, Саня, да? Еще, да. В основном, ребята, это злоупотребление алкоголем, злоупотребление... Алкоголь, наркотики, сигареты. Да, сигареты, все. Это самое основное. Да. И злоупотребление немножечко, скажем так, в кавычках, неправильной едой. То есть все мы любим вкусно поесть. Но когда много в рационе жирной пищи и тяжелой такой, это приводит все равно к загустению и к уменьшению стенок сосудов. И у вас, получается, образуются тромбы, и тромб отрывается. Когда он оторвется, самому Богу это известно. Слушай, тромбы образуются у многих не спортсменов. Да. Там понятно, просто тут же задан вопрос от стероидов ли. Так вот,
не от стероидов, а от вещей, которые люди используют вместе со стероидами. Кстати, Всё. диуретики тоже, да, могут очень плохо на это повлиять. Был у нас Да. такой случай, когда Это человек тоже. хороший силовик был, хороший спортсмен, парень очень сильно тренировался, но вот соревновательный бодибилдинг ему не шел. Он пытался все время высушиться, злоупотреблял диуретиками, при этом тренировки были сильные, поэтому сначала была проблема с одной почкой, а потом и совсем царство ему небесное. Поэтому, отвечая на вопрос, подытожим. Летального исхода от самих стероидов никогда не было и быть не может. По крайней мере, пока. И про те препараты, которые мы в курсе, которые мы знаем. Может, где-то там что-нибудь китайцы придумали, какой-нибудь с мышью летучей, о котором никому не известно. Но, слава богу, это пока не про нас. Так, дальше. Опять же был задан вопрос про женщин. И было такое предложение пригласить какую-нибудь спортсменку, участницу, которая действительно все это попробовала. И мы так понимаем, интересно было бы поговорить с человеком, который достиг определенных результатов видимых. Но, к сожалению, сейчас в городе у нас таких людей очень мало, мягко говоря, которых можно показать. Многие уехали, кто-то в Киев, кто-то вообще за границу. А те, кто остались, в принципе, женщины не очень любят откровенничать на эту тему, еще и на камеру перед людьми. Они очень тщательно скрывают употребление стероидов. Поэтому, друзья, если мы найдем такого человека, который сможет поделиться своим опытом, и которым будет что вам как бы от чего-то предупредить, что-то рассказать, мы, конечно же, такой выпуск сделаем. Вот. А теперь переходим непосредственно к теме нашего сегодняшнего выпуска. Курс для начинающего, для молодого человека. И перед тем, как озвучить непосредственно сам курс, давайте немножечко разберемся. Вспомним, какая была задача от курса для возрастного спортсмена. Это улучшить здоровье, потому что с возрастом 40 плюс, даже у некоторых 35 плюс, многие жизненные показатели начинают, к сожалению, снижаться. И поэтому задача была улучшить здоровье физическое и ментальное. И какая же, как мы считаем, задача для молодого человека? Это не ухудшить здоровье, не испортить, которому пока что Богом дано, раз он в этом спорте уже интересуется, значит здоровье таки есть. И задача, наша как минимум, как тренеров, которые тренируют также подопечных, не испортить человеку это здоровье. И теперь немножечко подумаем, какие же особенности молодого человека. Во-первых, это достаточный гормональный уровень. Да, Андрюха? Да. И поэтому в Молодость, погоне за результатом молодость. не стоит этот гормональный уровень прибивать. Поэтому здесь нежелательно использование андрогенных препаратов. По крайней мере, если вы не хотите срочно попасть на соревнования, да, Андрюха? Ну, даже Там срочно вы не попадете. срочно не попадете. Да, но, есть отдельная категория граждан, которые прямо вот мечтают. Мечтают, Им это уже- отдельная история. Да. Это к Андрею в личку, это в Инстаграм, личку, Это- там отдельный разговор, не будем этому. Но поэтому, пока у вас здоровье дано Богом, главное его не испортить. И мы в этом попробуем сказать. Дальше. Этот хороший гормональный уровень, он способствует быстрому восстановлению человека. Организм хороший, метаболизм хороший, поэтому у нас есть возможность тренироваться интенсивно и использовать все то, что мы предложим, на максимум, то есть вреда минимум, пользы максимум. Правильно? Да. И еще об особенностях питания, Андрей, скажешь что-нибудь? Ну, в питании Плюс, конечно же. плюс вы должны добавить больше углеводов в свой рацион, это однозначно. Секундочку, и вы можете это сделать. Да. В отличие от возрастных, метаболизм позволяет Да. это все переварить в пользу. А стероиды немножечко помогут вам это все усвоить и переварить. Эти же углеводы дадут энергию. Конечно. дадут Интенсивный, энергию. интересный тренинг. Белки это само собой. Кстати, по поводу... Есть парни, да, которые вот сухощавые и хотят набрать мышечную массу, это понятно. А есть, которые пухленькие и хотят как бы сделаться красивым. Вот тут вот нюансы, Андрюха. Скажешь что-нибудь? Ну, тут нюансы по поводу питания. Вот им, конечно, нежелательно. Им надо четко, сбалансированно расписать определенное питание, чтобы было белка немножечко больше в процентном соотношении, чем углеводов. И жира по минимуму. Потому что это тип людей, которые склонны к полноте или склонны к быстрому набору общего веса. И чтобы получить им результат хороший, им необходимо вот тут следить именно за балансом белков и углеводов. Тем Вот. более жиров.
да? Да. Потому Вот. что те препараты, которые мы посоветуем, дадут не качественную чистую массу, а общую общую, залитую. да, И потом, общую. чтобы не было проблем с сердцем, с Конечно. печенью. То есть, в общем, перед тем, как начинать, все-таки постарайтесь, неважно, худенький вы или склонен к полноте, обязательно сбалансируйте питание, 100%. учитывая особенности своего организма. Своего И организма, только конечно. потом, потому что некоторые молодые думают, все переварится, все, нет. Учитываем особенности питания и потом переходим, так сказать, уже к следующей стадии. Теперь еще один вопросик важный, ты об этом упоминал, ну давай напомним, с какого возраста все-таки и после какого тренировочного стажа лучше вот уже все-таки пробовать начинать? Ну, я считаю, лет с 25 не раньше, и чтобы человек потренировался как минимум лет 5. В идеале, полностью с тобой согласен. Это в идеале, это максимально снизит риски, позволит вам узнать уже возможности своего организма, так сказать, на Конечно. сухую, и минимизировать, то есть эти потери все вот. То есть Вы максимально, почувствуете да. вес, дойдете до своего мышечного плата, до своего максимума в силовых показателях, естественным путем. И чтобы сдвинуть немножечко этот процесс, для этого и сейчас мы поговорим о курсе. Да. Первым. Итак, тебе слово. Так, с чего начнем? Итак, Какой первый у нас препарат в моем списке и в этом маленьком курсе это Балденон. Таки опять снова он же родной Балденон. Почему Number one, Балденон? Балденон. Да. Запоминаем, записываем. Почему Балденон? Так, что он нам дает? Он увеличивает синтез белка, Улучшает, да? улучшает синтез белка. Он способствует тоже лучшему восстановлению и способствует Соответственно. набору качественной мышечной массы. То есть Всё. то, чего все хотят, это препарат номер один будет. Да. Потом его преимущество. Ну и да, плюс мягенький, он, да, мягкий, он не андрогенный. Препарат, снова повторюсь, он ветеринарный. Он максимально подходит нашему организму. Побочка минимальная, поэтому он у меня номер один. Отлично. Номер два. Второй препарат. Я считаю, целесообразно будет использовать станозолол. Он же в инъекционной Секундочку. форме называется Номер два. Винстрол. Станозолон. Да. Он же Почему Винстрол. станозолол? Что Он он нам даст дает? вам хорошие силовые показатели, то есть Раз. увеличит силу. Он даст вам выносливость. Два. И он даст вам Качество. качество и убирает лишнюю водичку из организма. Потому что есть типы людей, которые склонны к задержке воды максимально, есть не совсем склонны. Поэтому очень будет эффективно для тех людей, которые очень склонны к лишней воде и под кожей в мышцах. Он поможет избавиться от этой неприятной проблемы во время курса, когда вы будете кушать, ну, скажем так, в Больше, кавычках, чем обычно. больше, чем обычно, и практически более-менее правильно. И третий препарат в моем списке это Примабалан. Номер три. Запоминаем, записываем. Почему Примабалан, Костя? Потому что он нам этот дает? препарат, он имеет такие же свойства, как Балденон, но Балденон набирает качественную массу, а Примабалан еще к тому же дает жесткость мускулатуре. И в комплексе с станозололом, который будет убирать водичку и тоже придавать жесткость, это мягкий препарат. И еще одна его особенность в том, что он максимально, скажем так, в кавычках чистый. Этот препарат даже рекомендован для употребления женщинам. То есть у вас будет хороший, добротный курс для набора качественной мышечной массы с минимальной побочкой в этом курсе. То есть не Вот. попрыщет, акне, шмакне, вот это Однозначно, не да. будет. Вы могли видеть таких мутантов молодых, которые закидываются огромными количествами дешевой формы. Вот, сразу говорим, препараты здесь, может быть, не самые дешевые, но мы специально предложили вам небольшое количество, о чем мы сейчас скажем в дальнейшем. Но главное, как мы уже сказали, это сберечь здоровье. Испортить вы его и без нас сможете, без наших 100%. советов. Поэтому эти три препарата так обсудили. То есть подытожим. Примабалан – жесткость, качество, соответственно, подкрепляя действия двух предыдущих препаратов. И главное – это его чистота. Да. Особенно для начинающего. И теперь как раз время поговорить о длительности курсов. Что, когда, чего, куда подключаем. Как это все будет работать у нас. Ну, повторюсь, как мы говорили в предыдущей нашей программе, целесообразно делать курс 8-10 недель. Понятно. В начале курса
что такое балденон? У него в теории есть одна такая маленькая особенность. Его надо, опять же таки, в теории употреблять сразу 3 кубика в неделю. То есть это 600 миллиграмм в неделю. Он должен сначала накопиться, а потом давать результат. Но есть особенности организма. Вот, например, как у Кости. Для Это него называется это- психотип человека. Вот. И Вот перед скажи тем, за как- себя Да, немножечко. я вам расскажу немножечко, не только за себя, а вообще. Как мы говорили ранее, каждый человек немножечко эмоционально воспринимает эти курсы и по нервам, грубо говоря, бьет многим и всем. И тут очень важно обратить внимание на свой психотип. Допустим, есть холерики, есть флегматики. Вот если взять Диму нашего, он спокойный человек, сколько я его знаю, он никогда не псишил на курсе. Мы с Андрюхой явные холерики. Поэтому я для себя понял, что мне, например, нужно очень плавно начинать курс. Поэтому вот для таких психопатов, как я, чтобы я успел этот курс понять и не стал сразу рвать и метать, а раньше это были с этим проблемы. То есть меня начинало штырить от курса, и я иногда получал себе на этом некоторые микротравмы. Я пришел к выводу, что мне нужно плавно входить и потом уже Так делать как вот, бы вернемся нарастание. к дозировкам. Вариант, да. Да. Тогда для таких людей, как Константин, Не только как Константин. ну, я имею в Для виду эмоционально для эмоциональных восприимчивых. людей, тогда целесообразно будет первую неделю 1 кубик 200 миллиграмм, вторую неделю 2 кубика, третью неделю 2 кубика, а вот пиковое состояние начинается у организма с 4 по 6 неделю, вот там можно будет подключить и 3 кубика. Но вы смотрите на динамику своих тренировок, своего тела, делаете замеры, делаете фотографии, и вы увидите, меняетесь ли вы или нет. Если вы меняетесь, зачем изобретать велосипед и добавлять дозировку? Если, оставайтесь на такой же, значит ваш такой организм, значит он поймал это все, и это наоборот плюс. Но если вы не меняетесь или меняетесь незначительно, тогда целесообразно с 4 по 6 неделю добавить еще по кубику. Итак, первая неделя кубик, вторая 2, третья 2, четвертая 3, пятая 3, шестая 3 и 7, 8, 9, 10 там уже смотрим по состоянию своего организма. Переходим, спускаемся на 2 или же остаемся на такой дозировке. Вот это по поводу балденона. Теперь препарат номер 2. Станозолол. Опять же, препарат тоже очень хороший. Почему таблетированный оральный меньше будет дырок в вашей попе. И плюс винстрол инъекционный, он же станозолол, он имеет форму суспензии. И суспензия не всегда мягко заходит в мышечную ткань, чем масляный раствор. У кого-то бывает неуплотнение, такое неприятное чувство, как от удара. У кого-то этого не бывает. Все мы разные, у всех по-разному. Но я рекомендую новичкам начинать с оральной формы, с таблеток. И когда вы пройдете 2-3 курса, потом можете попробовать инъекционную. Так проще будет. Да, Просто, так чтобы будет не проще. запутаться. Вы поймете, как работает этот препарат на вашем организме. Вы его почувствуете, а вы почувствуете оральную форму гораздо лучше, чем инъекционную, потому что она гораздо быстрее входит в работу. И период ее полураспада и вывод тоже очень быстрый. Поэтому препарат номер 2 станозолол. Первая неделя 1 таблеточка, вторая неделя 2 таблеточки, третья неделя 2 таблеточки. И на пиковой неделе мы переходим на 4 таблеточки. Это 40 мг в день. И также кушаем его 4, 5, 6 неделю. Если у вас динамика положительная, ничего не добавляем, не убавляем, идем дальше. Если у вас положительная динамика от 2 таблеток, не надо добавлять 4. Идите на минималки, всегда идите. Вы всегда успеете сделать, повысить дозировку. Надо выжать из минимума максимум. Речь идет о молодом организме, который и так не испорченный, скажем так. Рецепторы чистые, Да, конечно, этой жизнью. восприимчивы И слишком все. к любому. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы минималка показала максимальный результат. Ну и Подожди, примабалан. Андрюха, у меня маленький вопросик.
по поводу оральной формы, ты говоришь, она быстрее действует, чем инъекционная. То есть кругом наоборот, как бы говорят, что инъекционная. Тут, наверное, какая-то особенность применения, надо сказать. Нет, Там сразу в кровь колем, а здесь правильно, через там желудочно-кишечный тракт эффект, идет. но оральная форма, она быстрее работать начинает. Действовать и работать это разные вещи. В организм попадает препарат через инъекцию Быстрее? и усваивается 99% его, чем оральная форма, но оральная форма быстрее начинает, ее организм начинает чувствовать. Молодой организм начнет быстрее чувствовать таблетированную форму стероидов, чем Ну, инъекционную. наверное, тогда стоит сказать, вот как мы еще меташку когда-то ели, то есть мы его не просто глотали и запивали, мы его Рассасывали, да. и через слизистую. Да, Он да. быстрее И впитывался, опять же, всасывался в кровь. опять Да, все правильно. Отходов может быть будет больше от самой таблетки, Да, от самой... но быстрее ну, они выпуска. почувствуют силу, Я тебя быстрее понял. почувствуют это. Все понятно. И, безусловно, ты прав, инъекционная форма в 10 раз лучше, но мы говорим сейчас о новичках, о молодых, о том, чтобы они начинали с минимума, почувствовали этот препарат, а потом переходили на максимум. Не, друг, ты мне все напомнил, просто я уже азы забыл, наверное, с чего я сам начинал. Вот ты мне напомнил, все. Надеюсь, вам это было все понятно. Обращайтесь, Что у нас мой инстаграм ты осталось? знаешь. Знаю, да. И остался самый, я считаю, прекрасный, самый мягкий, самый безвредный, изящный препарат. Это Примабалан. Он, рекомендую я его употреблять не с первой недели, а уже на пике, с 4-й недели, когда вы за месяц набрали какой-то багаж мышечной массы, общей, какой-то силы, какой-то выносливости. У вас организм насытился. И вот тут стоит его внедрить для того, чтобы придать жесткость еще больше к винстролу от тренировочного процесса и от питания вашему телу. Поэтому я рекомендую его начинать с 4-й недели и по 10-ю, по 8-ю, кто сколько будет употреблять курс. И более 2 кубиков в неделю будет достаточно, пока не надо Не более, подниматься. Да, не более 2 кубиков в неделю. Ну вот скажи мне тоже, по себе помню, по приме, особенно еще, конечно, зависит от производителя. Это Вот первый да. я брал турецкий, он был такой Шеринг густой, это самый... как сопля, и вот он очень долго включался в работу. Но Да. потом, конечно, его Да, у еще него хвост тоже после есть курса был такой долгий. способность накопиться. Вот. И когда один препарат накладывается на другой, и мы еще немножечко помогаем вот этим. Когда человек слезет с курса, его еще как минимум 2-3 недели, он будет ощущать анаболический эффект, но он уже не будет находиться на курсе, он уже будет начинать чистку своего организма, а результат еще будет идти вперед. Да, вот тут от себя вспомню, добавлю, что когда я применил Примабалан, я заканчивал курс, но такой так называемый эффект хвост, который тебя как дракона цепляет, то есть у меня уже масса как бы сдувалась даже через месяц-полтора, а силовые Все могли еще показатели даже, еще расти, некоторые даже наблюдался рост. Потому И что там- рецепторы были чище уже, и тебя еще вверх. И тут надо предупредить, что вот при этих вдруг повышениях силовых показателей надо аккуратно быть, потому что вас уже не так будет организм. Твои любимые принимать. Хондропротектор. Особенно хондропротектор это касается в начале курса, покуда у вас еще силовые не вышли на максимум и суставной аппарат испытывает не максимальную нагрузку. Поэтому в начале курса как раз курс хондропротекторов в среднем рассчитан на 3 недели. Вот этот раз дохождение до пиковой недели. Вот как раз стоит подкрепить ваши суставы, даже если они не болели. Ну, все равно можно в терапевтических дозировках, там в В минимальных, целях профилактики. Абсолютно верно. Потому что использовать все стероиды, хондропротекторы. они притупляют это чувство. Вы не почувствуете нагрузки на связки, на суставы. У вас будет желание работать и работать. Пахать. Поэтому да, для того, чтобы избежать минимальных травм, надо все равно это все учитывать и пробовать и делать. Ну, еще раз, это же не панацея, поэтому не думайте, Нет. что если вы будете колоться и пить хондропротектор, вы травмы избежите. Травм помогут избежать в первую очередь то, что у вас в голове. Мозги. У А меня это все просто травмы- снизит немножко риски. Вот таких вот, как бы износа. Риск износа снизит. По поводу травм, чтобы вы нас неправильно не поняли. Да. У Всё меня равно все нужно травмы по думать. глупости и по дурости были. И все по детству у нас были Где-то травмы, согласись. отвернулся, где-то расслабил спину, где-то кто-то что-то спросил во время упражнения. Это настолько было глупо, вот это вот А всё. молодость, вспомню. Все оттуда, Конечно. все микротравмы заложились оттуда.
Почему мы обращаем ваше внимание Ну, 200 приседать босиком. Где это видано? 200 босиком, а вспомни, когда 18-20, дури много, ее просто энергии немерено, плюс добавьте туда, грубо говоря, там 2 колеса метана, тебе штырит так, и вот тогда тебе казалось, что ты можешь всех и все порвать. Смотрели на старых качков, думаешь, так что они там ерундой какой-то занимаются, ты можешь больше. И вот все полученные микротравмы первые, а теперь самые такие, да, они именно из этого самого возраста. Почему мы акцентируем ваше внимание, молодежь? Учитесь на наших ошибках. Не Совершенно делайте верно. этого. Это вот дружеский совет. Бесплатный. бесплатный, причем. да. Не делайте этого. Кто-то там подначивает какие-то. Я спорил на тренировках, там большие веса брал. Это все настолько бред, это все неправильно. Любите себя, уважайте, не доказывайте никому, этим простым смертным, которые в зале ходят и только видят ваши результаты, завидуют. Идите своим путем и делайте все аккуратно и красиво. А мы подскажем. No brain, no gain, как говорится. И теперь, как мы уже про курс мы сказали, про длительность сказали, профилактика. В принципе, затронем этот момент. Основное все Андрей озвучил в прошлом выпуске. Для профилактики и про анализы поговорили, и про все препараты. То есть то же самое. Мы берем и хондропротекторы, и гепатопротекторы, чистим почки, подчищаем печень. Потом сдаем анализы, проверяем. Все, то есть все то же самое, что в первом курсе. Ссылочку посмотрите на видео. И, немножечко о ценах еще. Так как у нас появились новые препараты. Значит, в первом выпуске мы говорили, сколько стоит Балденон. По-моему, ты говорил, $50, $60. Ну, что-то такое. Где-то да. в этом духе. Странный Станозолон производитель. появляется. Долларов от 20 до 30 долларов за 100 таблеток. Таблетка 10-миллиграммовая. Поэтому, Так что... да. Ну и Примабалан это самый дорогой препарат, потому что он самый чистый. Тоже в районе 50 долларов будет стоить 10 ампул. В зависимости от производителя, да, от качества. Тут уже Рекомендуем такое. брать именно ампулированный. Только. Потому что эти бочонки, постоянные проколы спиртом, это очень часто бывает Это затупление нехорошо. иголки и Не это стоит совсем экономить качество. на курсе эти 20-30 долларов, больше на докторов отдадите потом. Старайтесь Гораздо брать больше, все препараты в ампульной фасовке. если получается. Да. И у проверенного производителя, не то что даже дилера вашего, кого вы там найдете, обязательно проверенный производитель. Очень много на рынке появляется, не знаю даже откуда Там много они берутся. подделок. Много. И фирма какая-то смотрит, что-то говорит, мне тот сказал, он уже брал, да тому может быть и зайти, но не стоит экономить 20-30 баксов, дороже отдадите потом, дороже будет. Одна капельница, не знаю, там риамберина, чтобы почистить печень, если вы ее угробите, будет стоить там 600-700 гривен, считайте дальше. А вам Одна- надо 10, Да, чтобы даже если не почиститься. 10, все равно. Если вы сильно угробите, тот же самый гиптрал стоит тоже там 1500-2000. А Да. если еще и врача подключить, который будет внутривенно вам это колоть, это еще время, а время это тоже деньги. В общем, нельзя с этим баловаться. Качество это в первую очередь. Не экономьте на дорогих и качественных стероидах. Лучше меньше Это дозировки. ваше здоровье. Да, Андрей, лучше меньше дозировка, 100%. лучше меньше курс. 100%. Так, Но а качественные еще- препараты и проверенные. О чем мы? Вот, еще хотелось сказать по поводу возраста, да, и что нам дает этот возраст. Хотел поделиться вот своим, скажем так, не то что горьким опытом, вот то, что я бы сейчас вернулся бы и исправил. Вот как раз, когда начинали мы приблизительно, в те же годы, да, наверное, пробовали раньше, там, чем 25, но именно такие более-менее курсы были как раз 25. Но вот сейчас бы, если бы я отмотал немножко назад, лет 20 как раз, вот именно в период с 28 по 32 года мои, я бы, наверное, курсы сделал бы чуточку длиннее, когда организм у меня восстанавливался гораздо лучше и проще, и тогда добился бы вот именно на пике своей, просто своей физической формы, больших результатов, и потом бы легче, потому что после 35 пытаться уже и наращивать массу силы гораздо более проблемнее. Конечно. Восстанавливаясь хуже, накапливаются мелкие микротравмы с годами. И вот пока вам возраст позволяет, можно себе, опять же с умом, эту шалость позволить стать лучше в этот период, чтобы потом уже, так сказать, наслаждаться качественным телом и все. Андрей как раз наоборот, он пхнул по соревнованиям. Да, я Он как рано носорог. начал, и я пер. Мне было всё Вот. А равно. если бы ты отмотал бы вот сейчас, что бы ты исправил в своей подготовке, вообще в своей спортивной жизни? Вот если Подготовки. вернуться к тем парням, к тому возрасту, к которому мы сейчас обращаемся. Что бы ты изменил? я бы свои тренировки сделал менее силовыми.
О, как тогда. такая же херня. Менее силовой. Меньше но зарубы по этим жимам много, лежа. Да, вообще-то все. Из приседания эти становые менее. Я бы акцентировал внимание на качество, на технику и на детализацию своего тела. Ну, детализация мы с тобой еще вовремя занялись. Ну, занялись, успели да. добиться кое-чего. да. Ну, вот по поводу силовой то же самое. Не переходите красных линий без особой нужды. Тем более мы сейчас говорим не о соревновательном бодибилдинге. Мы говорим о том, как молодые люди хотят сдвинуть свое мышечное плато и быть довольными собой, идя летом в маечке со своей любимой женщиной и радуясь тому, Короче, кайфовать по жизни, да. что им приятно, они чувствуют себя в этом теле, в этой форме кайфово. И Один всё. американец книжку хорошую правильно написал, там достойно уже одно название, только достойно внимания. Она называется «Тело для жизни». Обратите внимание, не жизнь для тела, а тело для Тело жизни. для жизни. То есть задача как бы в кайф это сделать свое тело таким, чтобы оно вам позволяло вам кайфово жить, а не посвятить всю жизнь, на алтарь положить и в итоге Да. потом, не знаю, оказаться без одной почки, с убитой печенью, показывать всем фотки из молодости. Вот смотрите, какой я был красивый. А потом я был дурной, испортил свое здоровье, и теперь вот получилось, как получилось. И только благодаря систематизации и советам со стороны своих друзей я в свои годы имею хорошее, я считаю, здоровье нормальное и хорошо выгляжу. Поэтому думайте, решайте, а мы вам подскажем и поможем. Так, ну что, все вроде рассказали. Ну, для Еще этой раз передачи, напомню, я думаю, есть да. Инстаграм Андрея. В описании под видео можете обращаться к нему, писать. И там уже, как говорится, все детально, все подробно, более чем предостаточно у него опыта. А мы благодарим вас за внимание. Благодарим нашего оператора Дмитрия. Обязательно. Ждем ваших вопросов, Константин. комментарии. Андрей, мы обращаемся. И Masters of Body. До новых встреч. Всегда с вами. Счастливо!